Привет, меня зовут Назарий, я занимаюсь 3D, блендером, ну и не только, но в этом видео я бы хотел показать вам, как можно сделать вот такое вот освещение и подобные материалы для, скажем так, NFT рендера, вот такого своеобразного. Вы наверняка видели что-то подобное. Попросил мне это сделать один человек из Инстаграма. Я, собственно, приложу сюда скриншот сообщений, чтобы вы тоже понимали, что можно спокойно мне писать, что-то просить повторить. Если мне это понравится, если я посчитаю, что это нужно сделать, то я это сделаю. Так как это видео в целом о том, как сделать, по сути, такое освещение и материалы, то я уже имею готовые объекты, которые здесь находятся. Ваши объекты могут быть абсолютно другими, разными, но я покажу на примере именно вот этих. Помимо этого, чтобы не тратить ваше время, чтобы не записывать, как обычно, я люблю записывать видео по 30-40 минут, я уже основные приготовления сделал и буду вам просто по ходу видео показывать и рассказывать, что за что отвечает в целом. То есть, что у нас есть? На данный момент у нас есть вот такая вот сцена с камерой. Я полагаю, что это видео не совсем начального уровня, оно уже хотя бы для тех людей, которые плюс-минус что-то понимают, умеют как минимум делать камеру, размещать объекты в сцене и прочее. Значит, у нас есть вот такая вот сцена, с которой нам теперь надо поработать. Давайте посмотрим, как она выглядит. Это просто черная сцена. Тут нет никакого света на данный момент. Первонаперво мы включим Cycles, включим GPU, если у нас есть GPU. Поставлю я Very High Contrast. Кривые включу просто на будущее, как напоминание себе, что я еще наверняка захочу ими воспользоваться. Затем у нас есть цвет мира, который нам надо изменить. Так как сама сцена здесь у меня более фиолетовая, я поставлю здесь, соответственно, вот такой какой-то фиолетовый цвет. Вот такой достаточно темненький. Может быть что-то вот такое, чуть ближе к синему. Ну где-то вот так. И давайте поставим какое-то значение вот такое здесь. Так. Смотрю в целом, что у меня есть. Наверное, чуть-чуть уменьшу интенсивность. Ну, где-то пока что вот так. Теперь в кривых я сделаю таким образом, чтобы это все стало более черным. Вот я думаю, где-то вот так. Сюда вот так. В будущем мы еще сможем поправить, по сути, этот момент. Теперь, что нам надо сделать? Нам надо раскидать базовые материалы, чтобы потом включить свет и посмотреть, как это может выглядеть. Я предлагаю начать с основного цвета именно для гранаты. То есть мы выделяем наш вот этот вот основной объект. Все достаточно здесь просто. Делаем новый материал. Добавляем ноду Bump. И добавляем теперь Musgrave текстуру. Что нам затем надо сделать? Нам надо нормалку подключить к нормалке, высоту к высоте. И теперь только осталось это дело все настроить. Но так как у меня есть плюс-минус заготовленные параметры, я их, собственно, и введу. Тут 82 тысячи. Здесь 0.02. И затем тут силу надо бы подуменьшить. Ну, примерно до вот такого вот состояния. И теперь получилась такая вот интересная текстура, даже чем-то напоминающая бумагу. Вот, такая шероховатая. Затем нам нужно изменить roughness. Я поставлю на 0.3. Металлик я поставлю на 0.5. И теперь давайте зададим цвет. Цвет я выберу, ну, пожалуй, такой вот. Сейчас вот что-то такое на данный момент, но потом мы еще это все подправим. Да, сейчас у нас этого не видно. Потом мы поправим цвет под то, что нам нужно. Что мы делаем далее? Далее я предлагаю сделать материал металлический. Тут мы просто выделяем
металлический объект, который у нас будет, шифтом другой объект, у которого уже есть материал, Ctrl-L, Link материал, и затем просто нажимаю на вот эту кнопочку, это дубликация, по сути, материала. То есть здесь мы возьмем и сделаем, ну, по сути, чуть ли не такой же, но материал для металлика. Тут чуть-чуть я уменьшу. Здесь можно увеличить зернистость детали. Тут я подниму до 9000. Так, смотрим. Ну, пока вот такой вот результат меня устраивает. Металлик я здесь выкручиваю на максимум. Roughness я уменьшаю до 0,2. Вот. И цвет хотелось бы поменять на слегка такой вот синеватый. Ну, пока что вот, думаю, что-то вот такое. И сразу же проделаем ту же самую процедуру для второго материала, точнее для второго объекта. Ctrl-L, Link материал. Все, у нас есть здесь тоже такой вот металлик. Затем, что мы сделаем? Затем материал чуть-чуть посложнее, но не сильно. Мы сделаем сюда смайлик, который у нас находится вот здесь вот. Что мы делаем? Новую текстуру. Включаем аддон, который называется Node Wrangler. И нажимаем просто на Principal BSDF, Ctrl-T. И у нас появляется вот такая вот сборка из нодов. Затем, что нам надо сделать? Условно у нас есть вот такой вот объект для значка. Вот. Мы его хотим взять и разрезать, чтобы спереди можно было нанести, по сути, саму текстуру. Я выделяю с зажатым шифтом и альтом по кругу вот этот вот объект. И затем правой кнопкой мыши Mark Sim. Mark Sim сделал, выделяю весь объект в режиме редактирования, затем U, Unwrap, и у нас есть вот такая вот развертка. Здесь мы можем выделить вот этот объект, нажав L, точнее вот эту развертку, куда-то ее в сторону вести, она нам не нужна, и взять, пока что вот так вот сделать. Что мы делаем далее? Тут нам надо выбрать нужную нам текстуру. Моя находится вот здесь. Я просто вот такой смайлик выбрал. Вот пока что он у меня вот такой вот есть. Затем просто скейлом берем и выбираем нужный нам размер. Ну, плюс-минус такой, и просто с поворотом сделаем вот так вот. Что мы делаем далее? Можем взять, выделить вот эту вот часть L и поскейлить вот так вот совсем минимально, чтобы просто на белый цвет разместить и получить просто белый цвет по краям. Затем у нас идут определенные дополнительные доработки этого материала, поэтому мы делаем color рампу, вставляем ее сюда. И что мы делаем дальше? Дальше мы распределяем цвет. Я хочу взять какой-то вот такой вот. Ну и, собственно, вот так вот сделать, чтобы изменить цвет. Затем металлик можно выкрутить на 0.35, где-то так. Roughness. Что насчет roughness? Это нам надо сделать Mass текстуру. Сейчас так. Mass текстура. Color рампа. Подключаем высоту сюда. Так, затем 0.8. И тут можно 4 поставить. Так, потом тут нам совсем белый не надо. Нам надо чуть-чуть вот такой вот сероватый. И то же самое касается этого. Нам надо чуть-чуть сюда вот вывести, чтобы не было абсолютного глянца и абсолютного мата. Вот. Что мы делаем далее? Подключаем это все дело сюда. Затем я беру... Так, мы даже сейчас по-другому немножко сделаем. Я, наверное, пока что отключу. Mix. Мы берем Mix RGB. Подключаем к нормалке. Делаем ноду Bump. Подключаем сюда. Подключаем цвет к высоте. Смотрим, что у нас есть. Вот такое вот легкое выдавливание, но нам надо сделать
в обратную сторону, делаем invert и вставляем между вот этим. Вот, то, что нам надо. Затем совершенно уменьшаем силу где-то до 0.92. И теперь можно взять и, собственно, сделать noise текстуру. Ой, не то. Сделать noise текстуру и продублировать bump сюда, фактор к высоте. Так, и тут увеличить, ну, где-то до 600. Так, такая шероховатость у нас есть, но, наверное, сильно увеличил. Давайте 400. Я думаю, вы ее видите. Тут можно... Ой, инверт. К слову, можно было, наверное, не использовать эту ноду, а просто здесь инвертировать. Но раз уже я так начал, пусть оно так и будет. Затем, что у нас тут остается? Ну, в принципе, давайте... Так, ну да, тут мы так сейчас не оценим. Давайте попробуем подключить эту всю историю именно к крафтнесу, как я ранее уже и делал. Все, просто подключаем к крафтнесу. Ждем немножко. Вот, супер. И теперь у нас в некоторых местах чуть более глянцево, чуть менее глянцево, что ли. Вот, и вот такая вот текстура интересная получилась. Пока что ее, собственно, так и оставим. Затем последняя текстура — это текстура стекла. Стекло, в принципе, тут тоже не то, чтобы было что-то необычное. Просто можем сделать, даже не дублируя материал, давайте вот так сделаем. Выделяем, Ctrl-C, Ctrl-V, подключаем. Тут тоже такие вот минимальные совсем вещи надо изменить. 0.1. Ну и в принципе более ничего особо пока что менять не надо в этом моменте. Transmission мы выкручиваем на 1. Затем roughness мы делаем на 0.2. И выбираем нам цвет. Ну, где-то вот что-то, я думаю, что-то близкое к этому. Хорошо, вот такие вот основные материалы мы пока что раскидали. Что нам следует сделать дальше? Дальше нам надо оценить, как это все выглядит с освещением. И так как я уже сказал, что я собираюсь сэкономить ваше время, я предполагаю то, что вы умеете пользоваться просто размещением, собственно, area лайтов. Я думаю, это несложно, все знают его функционал, те, кто занимается 3D уже хоть какое-то время. Поэтому я просто буду сейчас постепенно здесь включать освещение и объяснять, как оно влияет на саму модель. Ну и, к слову, да, мы еще забыли добавить материал к этому фону. Но тут, по сути, тоже мы ничего такого особо менять не будем. Давайте просто цвет пока что. Вот посмотрим, что у нас здесь. У нас что-то вот такое сюда. Пока вот так вот оставим. Там уже подделаем более конкретно. Так, смотрите. Включаем постепенно и смотрим, разбираем, что на что влияет. Чтобы не мешало, я буду время от времени отключать сетку, чтобы просто было лучше видно. Так, включаем первый Area Light. Он появился у нас вот здесь вот, и он создает на фоне вот такую совсем легкую подсветку. Вот, я думаю, вы ее видите, которую можно просто регулировать достаточно легко. Она находится вот здесь вот, там сзади на фоне. Поэтому, да. Поэтому вот, собственно, это самая обычная подсветка фона. Затем следующий источник света, он находится у нас сзади. Почему он находится сзади? Чтобы сделать вот такую вот огранку для самой гранаты. Тоже самый обычный свет, просто у него большая интенсивность, просто у него обычный цвет, да, ничего такого. И вот так вот у нас это выглядит. Затем следующий источник света. Так, смотрим. Голубое пятно. Ну, это тоже достаточно просто чтобы сделать именно вот эту вот синюю подсветку. Собственно, да, здесь мы
постепенно играемся просто с цветом. Ну, вот тут надо будет немножко еще поправить, собственно, цвета везде. Смотрим дальше. Дальше у нас обычный еще один Area Light снизу, чтобы усилить эту вот область, сделать ее, что ли, более подчеркнутой. Затем Area Light, еще один. Здесь везде только Area Light будут. Ну, вроде в одном месте еще Spotlight, Point Light, точнее, один. Тоже обычный Area Light, который размещен сзади. У него просто тоже обычный цвет. И он просвечивает сквозь вот этот материал и создает вот эту вот просветку. Далее. Смотрим. Создался у нас вот здесь вот Area Light. Он служит для того, чтобы вот здесь подсветить вот эту область. Скрываем его. Видим, что эффект пропадает, и с ним намного лучше. Потом смотрим. Еще один Area Light в этом же, ну, недалеко от вот этого, но он создан еще для того, чтобы чуть-чуть дальше задвинуть вот эту нашу просвечиваемую область. Тоже ничего необычного, просто размещение Area Light. Затем Area Light сверху создан для того, чтобы подсветить вот эту вот область. Видим, создается просто интересная грань. Вот тут у нас становится все более видным. И тоже обычный Area Light, который просто сверху светит и еще создает вот такой вот интересный, вот такие вот интересные блики именно на самих материалах. Еще один Area Light тоже находится с этой стороны, но уже добавляет вот такие вот синие, не знаю даже как назвать этот цвет, бирюзовый, ну, что-то близкое к этому, краски именно к нашему освещению. То есть убираем мы его условно, и эффект пропадает. Размещаем, и становится супер красиво. Затем Point Light. Point Light, который находится вот здесь, чтобы подсветить просто вот эту область. Видим эффект. И еще один Point Light, который просто находится над значком и делает ему интересный блик. Вот. И мы видим все вот эти вот, по сути, изгибы, что ли, помятости. И сам значок начинает более переливаться интересными цветами. Затем, что я вот вижу, например, на этом рендере, то, что не хватает сзади на фоне подсветки. Может быть, это можно сейчас будет исправить вот за счет того, что мы подергаем кривую. Давайте. Вот мы ее дергаем и смотрим, на что это влияет. Но пока что я сделаю вот так вот. А вот тут на фоне я просто возьму и вот этот Area Light, я его усилю. Я увеличу. Так, тут скрою. Давайте просто усилим вот так. Тут, наверное, не синий, а фиолетовый. Что-то вот такое, да? Так. Может быть, чуть-чуть посветлее вот здесь. Но нет, не, оно скорее мешает. Давайте вот так. Смотрим. Так, сравниваем. Ну, тут оно чуть-чуть посветлее, как будто бы. Наверное, можно просто взять для материала. Выбрать чуть-чуть посветлее цвет. Вот, наверное, вот так вот, но при этом тогда теперь нам надо будет обратно взять, уменьшить интенсивность. То есть вот так. Вот так уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Так. Так, у меня ноутбук уже гудит прям сильно-сильно от этого всего дела. Смотрим. Можно чуть-чуть потемнее. Давайте вот что-то такое. Собственно, и вот мы добиваемся того рендера, который у нас есть. Это можно делать с разными объектами. Достаточно популярный прием, я его часто встречал. Спасибо тому человеку, который меня попросил сделать этот урок. Все достаточно просто. У нас есть объект, на который мы хотим применить, по сути, эту стилизацию. Как делать подобные материалы я вам объяснил, показал, все предельно просто. А все остальное это супер простая игра со светом. То есть если мы перейдем в режим Solid, мы увидим, какое количество Area Light'ов здесь у нас есть.
и они каждый отвечает за какую-то свою область. Поэтому не бойтесь экспериментировать, и если вам что-то непонятно, просто предположите в голове, как это можно было бы сделать. Если это даже что-то слишком топорное, как размещение, например, не знаю, десятков просто эриалайтов, но если это в конце даст хороший результат, то почему бы и нет. Вот, а пока на этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. Канал у меня небольшой, но пытаюсь сделать какие-то интересные вещи, которые больше никто не делает. Спасибо за хорошие комментарии. Пожалуйста, если вам понравилось, подпишитесь, оставьте лайк. Я думаю, вам это не сложно, но мне просто супер приятно. И я продолжаю развивать, собственно, вот такой вот контент у нас в целом в обществе. Да, на этом у меня все. Спасибо большое. Всем пока.